Я удачно зашел. Приветик. Добро пожаловать в кузницу Веланда, самую историчную из всех кузниц. Здесь все ваши фантазии будут исполняться. Вы еще скажите, что бесплатную футболку дадут? Девочки, он не реконструктор. Как жаль, что вы выросли, не зная, что такое историческая реконструкция, что вы никогда не читали монографии Кирпичникова, Колчина, Каинова. Как жаль, что, приобретая изделие, вы никогда не интересовались, как оно сделано. Это ужасно. Я знаю, но ты со мной сыграешь и кузницу Веланда познаешь. Некоторые клиенты получают такое удовольствие, что порой, когда собираются приобрести изделие, кричат «нет», когда хотят сказать слово «да». Для этого мы придумали особое слово. Если уровень реконструкции окажется для вас слишком сильным, скажите его. А пока мы не услышим его, мы не прекратим вас просвещать. Это то самое слово, которое написано на языке протоариев, прилетевших с планеты Нибиру? Ну, протоарии на Виманах, которых писал сам Эрик фон Деникен. Что ж, очень жаль. Антон! Иван! У нас тут плоскоземелец! А девочки еще вернутся? Будет зависеть от того, насколько быстро ты постигнешь основу академической истории и встанешь на путь истины. Всем привет, с вами Кузница Веланда, меня зовут Антон, а его зовут Андрей. И сегодня мы решили сделать лопату, да не простую, а саперную, а если правильно говорить, то малую пехотную. Но по традиции давайте разберемся, что это такое и откуда у нее ноги растут. Кстати, Антон, почему именно лопата стала неотъемлемой частью военного обмундирования? На мой взгляд, фомка гораздо более удобное изделие. Зашибись, а теперь представь, что на твой отряд направили минометный огонь. Что ты будешь делать со своей фомкой? Снаряды отбивать? А в умелых руках это и лопата, и топор, и ложка, и сковородка, и даже бритва, если очень постараться. Вот ты в видеоиграх видел, чтобы нормальные герои с фомкой ходили? Да, конечно, Гордон Фриман. Подчеркиваю, нормальные герои, а не молчаливые физики с странными видениями. Вот смотри, видишь, военная игра, и сразу хоп, обмундирование, лопата. Да погоди ты с лопатой, что за игрушка-то? Серость ты не процарапанная, это же Warpass. Это мобильная игра, которая переносит вас в мир реальных боевых действий, где нормальному человеку без лопаты не обойтись. Реальная реконструкция оружия, десятки единиц боевой техники, улучшение и модернизация оружия. И все бережно основано на исторических фактах, что важно. Даже каждая деталь модернизации хорошо описана. Это супер реально, и такие люди, как мы, которые гонятся за деталями, не смогут пожаловаться. Кстати, в игре есть 3D-визуализация, которая позволяет нам наблюдать каждую деталь с эффектом присутствия. Более того, стоит упомянуть, что совсем недавно в игре появилось крупное обновление версии Air Force, а это значит, что стратегия была полностью модернизирована. Мы даже можем использовать различные типы самолетов ВВС, чтобы контролировать боевую ситуацию в воздухе. Истребители сопровождают флот ВВС, тогда как бомбардировщики помогают уничтожать вражеские танки. Присутствует координация воздух-земля. Направляя собственные самолеты на борьбу с наземными целями, можно добиться тесного сотрудничества и взаимной поддержки с наземными танковыми войсками. В конце концов, отныне наступит эра «кто контролирует небо, тот выигрывает войну». Если ностальгируешь по классическим стратегиям, это твой выбор. А если же нет, то это тоже твой выбор, ведь мало того, что в игре прям отличная графика, так еще и регулярные обновления не дают заскучать. В целом можно спокойно оставлять свою фомку, брать лопату и отправляться покорять новый фронт сражений. А для наших зрителей мы оставим ссылочку и промокод Air Force 2021 на игру по ссылке в описании. Но не простую, а золотую.
Ведь мало того, что перейдя по ссылке вы получите море призов, так еще и показатели переходов у нас будут хорошие. А без них каналу Все, я понял, не дурак. Лопата всему голова, а игру нужно скачать. Так что там дальше по истории? Итак, с чего у нас начинается история малой саперной лопатки? С того, что постоянно пехотную лопатку ошибочно называют малой саперной. Уточним, в нашей армии была большая саперная лопата БСЛ-110 и малая пехотная МПЛ-50. Цифры в обоих случаях – это длина в сантиметрах. Малой саперной и большой пехотной никогда не было. В этот раз мы не будем углубляться в историю лопаты как таковой, оставим это для наших грядущих реконструкций. Так что о пути этого инструмента от палки к палке до римского и древнерусского заступа вы узнаете позже. Начнем мы сегодня с 19 века и с Германии. Некий немец Иоганн Николаус фон Дрейзе находит способ объединить порох, капсуль и пулю в один патрон. Скорострельность возросла, игольчатая винтовка Дрейзе, принятая на вооружение в 1841 году, принесла кровавое опустошение в Европу. Солдаты вынуждены были наступать буквально под свинцовым дождем. Собственно, почему появилась лопата на поле боя? До ружья Дрейзе вся тактика сводилась к тому, чтобы быстрее добежать до неприятеля и заколоть его штыками, но из-за возросшей скорострельности ружей уже не успевали добегать. Были разные идеи – солдатские щиты, латы и прочее, но лопата стала самым универсальным средством спасения пехотинца. Да, окапывание стало самой употребимой и разумной тактикой полевого боя. До этого лопаты были инструментом пионерных, инженерных, саперных войск. Они были обычными, большими и возились в обозе. Из-за изобретения фон Дрейзе лопата стала постоянно носимым инструментом пехотинца, ибо требовалось окапывание на месте, что не добавляло тому счастья и удобства. Заступ, рабочее название лопаты того времени, не позволяло ни комфортно ее таскать, ни комфортно с ней на боку лежать при стрельбе. Короче, дополнительная проблема в и так не самых милых условиях военного времени. И вот в эту прекрасную эпоху появляется датчанин, пехотный капитан Мац Иоганн Бух Линнеман. Он получил высшее военное образование в 1849 году и в 1864 году участвовал в войне на Альсе, датско-прусская война, как командир роты. На фронте он изобрел малую пехотную многофункциональную лопату. Она могла использоваться как сковорода, пила, нож и, конечно, как шансовый инструмент. Линнеман был представлен на капитана в 1867, а в 1869 его изобретение было запатентовано, и лопата, сильно упрощенная, была введена в вооружение датской армии в 1870 году. Но было произведено только 256 шансовых инструментов на батальон, то есть только каждый третий человек получил лопату. В 1871 году Линнеман поехал в Вену, где начал производить австрийскую версию лопаты. Для российской императорской армии было заказано 60 тысяч штук на 30 тысяч рублей в фирме Фогель и Нот. Мы поступили согласно всем правовым нормам. Могли ведь и не платить, как все приличные европейцы. Щепетильность Российской империи в этом вопросе – это благородство страны-победительницы. Было четкое понимание статуса и престижа России в мире. Заказ на 30 тысяч рублей? Стоит ли подрывать статус страны, не заплатив изобретателю за патент? В 1890 году совместно с бельгийской фирмой Шодуар промышленная группа Лавесьер учредила в России франко-бельгийское общество русских трубопрокатных заводов. 6 сентября 1889 года в Екатеринославле, ныне Днепропетровске, обществом началось строительство завода Шодуар для производства кровельного, волнового проката, посудной и лопатной стали. Первый цех завода заработал уже в 1892 году. На этом заводе и начали производить для российской армии собственные пехотные лопатки. Не только Россия, но и многие другие страны в эти же годы начали производство собственных лопаток для своих армий. Первоначально все лопатки выглядели примерно одинаково. Металлический штык, жестко соединенный с короткой деревянной рукояткой, с помощью обжимного кольца.
Небольшие различия были в форме. Но военная техника не стояла на месте, и лопатка в большинстве армий мира развивалась вместе с ней. Уже к началу Второй мировой войны на снабжении вермахта, кроме обычной пехотной лопатки, появилась складная лопатка. При складной конструкции ручки у лопатки можно было сделать длиннее, не увеличивая общей длины инструмента в походном положении. Правда, чтобы не увеличивать вес лопатки, ручку пришлось сделать тоньше, но все равно лопатка получилась удачной, и такую конструкцию стали использовать и другие армии мира, например, армия США. В ходе развития техники появились и совсем экзотические варианты лопаток, не являвшиеся типичными для данного вида снаряжения. Но даже безропотно подчиняющиеся приказам немцы нововведения приняли плохо. Фронтовики предпочитали использовать любую нескладную лопатку, в том числе трофейную русскую или польскую. Ведь именно наша простая, практически неизменная форма малой пехотной лопаты позволяет максимальную многофункциональность этого поистине героического инструмента. Со времен Второй мировой войны о МЛП-50 ходят легенды и, конечно, реальные истории. На ней готовят и ее метают, ей рубят и пилят дерево. При помощи специальных техник спецназа, преподаваемых на секретных полигонах, она используется как линейка и как щит, как рычаг и как весло, домкрат, половник и кирка, как открывалка для консервных банок и бутылок. А если вы знаете, как еще можно использовать малую пехотную лопатку или какие-то истории ее нестандартного применения, обязательно напишите мне в комментариях. Пока вы слушали историческую справку, я погуглил и нашел ГОСТ на эти лопаты. И выяснил, что делали их методом штампования. У нас пресса по-прежнему нет, поэтому придется помучиться. Для начала нужно определиться с материалом. Мы для нашей лопаты возьмем лист стали 2,5 мм толщиной, который был каким-то старым шкафом. Но прежде чем выпилить заготовку, нужно сделать макет этой лопаты для того, чтобы построить правильную выкройку. Заготовки готовы, куем дрова, зажигаем горн. Для того, чтобы придать нашей заготовке нужную нам форму, нам понадобится пара ручейков разного размера и несколько довольно специфичных молотков, таких как этот.
Согласно ГОСТам, лопаты делались из разных материалов и в том числе могли быть закалены. Для того, чтобы закалить нашу лопату, сделанную из низкоуглеродистой двери от шкафа, нам нужно насытить ее углеродом. Для этого мы решили ее цементировать. Мы сварим железный ящик, поместим туда лопату, засыпаем ее угольной крошкой и заварим ящик со всех сторон, после чего нагреем до 800 градусов и подержим в таком состоянии часа 4. Главное, не забудьте в ящике проделать небольшое отверстие для выпара. Таким образом, наша лопата впитает в себя углерод, и ее можно будет закалить. Это довольно распространенная технология, позволяющая экономить на производстве дорогих сталей. Few hours later. Наконец, наша печь остыла, и мы можем достать наш пирожок и посмотреть, что получилось. Еще тепленький. Андрюш, будь так добр, принеси буры. О, Андрюх, надо бы ручку отциклевать, но у нас, походу, все цикли утрачены. Андрюх, спокойнее, мы купим еще циклей. Ты, главное, не переживай. Вот.
Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вы получили удовольствие. А также хочу напомнить вам о том, что нужно подписаться, поставить лайк и написать нам комментарий о том, что бы вы хотели видеть в следующей серии. А также выражаем благодарность всем тем, кто приобретает наши изделия в магазине и поддерживает нас донатами по ссылкам в описании. С вами была Кузница Веланда. До новых встреч!